Доброе утро, друзья. Буэнос диас, как у нас тут говорится. Конечно, долгое время я был как бы вне политики. Тем не менее, тоже я сейчас не политик, это мои личные рассуждения. А, И хочется ответить, просто много там написали, немного, несколько товарищей. Несмотря ни на что, я считаю их хорошими людьми. Может быть, мы разошлись в убеждениях, и этим видео я хочу, может быть, как-то повлиять на их сознание, объяснить свою позицию. Абсолютно не желаю зла русскому народу. И вообще не желаю, как там кто-то говорит, вот следующий шаг, буду призывать там кого-то убивать, там русских. Нет, ни в коем случае ни русских, ни украинцев, ни литовцев, ни американцев, никого нельзя убивать, ни по какой причине. Это первое, наверное, из-за чего, что меня, скажем так, в этой ситуации вынуждает и подвигает на какое-то мнение, на какие-то, пусть минимальные действия, может быть, на кого-то как-то это подействует. Потому что никакие причины, никакие там финансовые или еще какие-то, они абсолютно не имеют, они абсолютно не должны влиять на то, чтобы, то есть не то, что влиять, должны быть поводом для убийства людей, особенно мирных. Понимаете, я вижу это со стороны, и там кто-то говорит, вот ты уехал из России, не собираешься возвращаться. Ребята, я обожаю Россию. Я родился, я лес березки, я родился в Туле, и рядом со мной находилась Ясная Поляна. Я много раз там бывал, где родился, жил и творил Лев Толстой, великий русский писатель. Я обожаю эти места. Я там гулял просто вот даже в одиночку по лесу. Мне очень нравилось. Люди разные, кто-то там хороший, кто-то плохой. Это везде так, во всех странах есть. Но, честно скажу, я не встречал ни в одной стране людей цивилизованных, там, будь то немцы, французы, испанцы, итальянцы, не знаю, литовцы, которые жаждали бы убивать кого-то там из соседей по той причине, что они какие-то не такие, или они что-то там не так продали, не так купили, не тот бизнес сделали. Я считаю, что не было причин нападать на Украину, и если даже они были, то никакие причины не оправдывают то, что российская армия во главе с великим и ужасным, да, дедушкой бомбит ракетами мирные города и убивает мирных жителей. Но если вы воюете, воюйте с военными. Опять же, абсолютно мне непонятна вот эта история, которая началась. Я с самого начала ее не понимал, почему у нас не кадровые военные, ну и пускай там обученные какие-то новые новобранцы, не они воюют, а на войну пустили огромное количество зэков, которых за это помиловали. Что они из-за этого, если они сидели в тюрьме там какие-то длинные сроки и не перевоспитались, и тут мы изменили мнение, что, ребята, вы сейчас за нас тут повоюете, поубиваете, устроите кровавые резни там всякие, как там бывало в некоторых местах, и мы вас оправдаем. И вы придете все такие белые пушистые, и теперь вы будете законными такими на местах королями. Не знаю, что там они думали, наши доблестные власти в кавычках. Я не понимал эту позицию с самого начала. И то, что они сейчас восстали против своих там, не знаю, благодетелей, можно так сказать, которых выпустили и дали им там власть и оружие в руки. Это, наверное, может быть, ожидаемо было или это специально спланировано, я не знаю, но это тоже какая-то абсолютно жуткая ситуация, когда выпускают на волю бандитов, дают им волю, и они дальше продолжают действовать по какой-то своей. Это я объясняю просто позицию по этому вопросу. И самый главный вопрос тоже, говорит, вот ты там типа там не любишь родину, предаешь родину. Еще раз повторюсь, я обожаю свою родину. Но я отделяю, как говорится, мух от котлет, да, или там зерна от плевен. Родина, и это мои земляки, и это все
люди и хорошие, и может быть не очень, которые живут в России, я их обожаю. То есть они все отличные. Персонально с каждым человеком, даже тем, который сейчас, возможно, на той стороне, скажем так, за войну, там, поддался, не знаю, пропаганде, или ну просто он так убежден, что надо убивать людей, я считаю, что они заблуждаются. Убивать никого нельзя. А те, кто у нас, скажем так, наши руководители, правители, кто все это сделал, кто все это допустил, кто принял такие решения, и это не русские люди. Они близко не стояли к нашим добрым, открытым душой русским людям из глубинки, да, и это уже какие-то, ну, не знаю, извините, там самолет шумит, летит, это какие-то рептилоиды. Это, ну просто это не люди. Я общался по роду работы, были такие моменты, что мне приходилось задолго до этих, очень задолго до этих событий, уже после 90-х общаться с силовиками. Но я уже тогда замечал, что у людей с властных структур, особенно силовых, у них практически отсутствует эмпатия, и ко многим людям они относятся, ну, как бы, скажем так, то есть им не жалко ни людей, нет понятия там родина, не родина, бабки, доллары в глазах, и как бы вы там не думали, что я вот тут продался, да, я работаю здесь за копейки, да, я в России мог бы заработать больше, я по идейным соображениям нахожусь за границей и хочу участвовать в этом беспределе. Не хочу финансово никак там помогать там своими налогами там тому, что сейчас происходит. Как только это закончится, к власти придут адекватные нормальные люди, начнут строить новую Россию, новых людей, новое сознание, свободное, доброе, добрососедское, начнут помогать отстраивать Украину. Я в первых рядах пойду волонтером и буду за наших людей, друзей, заблудших и не заблудших. Я готов отвечать за то, что мы всей расой сделали вот это вот, всей российской расы сделали вот это вот жуткое дело. Допустили это. Но абсолютно я не считаю, что наши все доблестные вот эти прикремлевские олигархи допущенные, что они имеют какое-то отношение к русским людям, ко всем. И не ассоциирую их с родиной. Абсолютно. То есть это вот маленькая вот эта прослойка жирненькая, которая прекрасно жила. Я тоже не понимаю, почему они все это сделали. У всех жены, дети, любовницы за границей, замки были, ну, у кого-то еще, может, и остались на подставных лиц. Огромные миллиардные лодки, корабли, спортивные команды, черти чего там, что только не было у них. Что им не хватало, я не понимаю. И как бы это было, можно сказать, за счет всех остальных русских людей. Поэтому они уже были против людей, просто были против своих. Но когда что-то им захотелось, какие-то свои имперские амбиции удовлетворить, где-то у них какой-то кусочек там прибыли, отняли какие-то производства, где-то что-то им показалось, что там может быть путем всех этих демократических преобразований в ближайших бывших республиках, а ныне свободных странах, что это может как-то повлиять и на их власть. Я не знаю, что повлияло в первую очередь, не в первую, то есть это не имеет значения. То, что они пошли вот так свободно убивать чужих и своих людей, под это дело гнать на убой, как пушечное мясо, ну это непростительно. Я считаю, что это военные преступники, вообще преступники против человечества. Поэтому это мое мнение. Я абсолютно за русских людей, которые долготерпивы, терпят все это. И я думаю, когда Россия освободится от ига вот этого рептилоида, непонятно, нечеловеческого, она воспрянет, она отстроится, она будет самой прекрасной страной, она подружится опять со всеми странами, у нас будет свобода, свобода выбора работы, свобода общения, свобода любви, свобода, все ценности, которые в остальном мире уже как бы давно появились, и как бы там кому-то что-то не нравилось. То есть мы живем все вот здесь, кто уехал, кто за пределами уже давно живет.
Я общаюсь со многими людьми, поверьте мне, то есть я это не с головы взял, не придумал там больной фантазии во сне. То есть у меня сейчас работа связана с туристами. Очень многие туристы русскоговорящие. С Украины, с Прибалтики, с нашей же России прилетают сюда отдыхать на Тенерифе. До сих пор прилетают. Тяжело, сложно, но прилетают. Визы дает Испания. Испанцы отлично относятся ко всем людям. То есть очень редко кто там напрягается. При слове Россия это прям единицы какие-то. Многие спрашивают позицию. И моя позиция такая. Может быть немножко длинно, путанно, извините, с парсоня, скоро идти на работу. Но тем не менее мне хотелось ответить своим товарищам, которые пытались меня как-то там наставить на путь истины, да, любить Родину. Я обожаю Родину. Все. Это моя Родина, я там родился, да. Но, вы понимаете, да, пусть все изменится, я в первых рядах приеду помогать все это выстраивать светлое будущее России. С вами был капитан Дэн Змей.